Пока я к этой песне не придумал слов, только вот мелодию. Друзья, зачем постоянно здороваюсь-то? В общем, ребята, что хочу сказать. Наконец-таки мы купили свет для фона. Не знаю, зачем он нам, но последние полгода не на что было собирать на стриме, так как мои донатеры — это самые щедрые люди на всей планете. Я подумал, почему их деньги будут пропадать куда-то, нужно их вложить во что-то нужное для стрима. И я решил полгода назад собирать на Amaran, а где тут? 150C. Это великолепный свет для подсветки фона, который может менять цвета. Это RGB свет, то есть он светит и обычным белым, и обычным желтым, и зелененьким, и красненьким, любыми цветами, плюс качество освещения очень высокого уровня. У меня Amaran 100XS, мы снимали обзор, который светит мне с софтбоксом всегда на лицо. Я очень доволен его качеством. Я изначально переживал, что он будет шуметь. И когда искал свет, писал ребятам, которые занимаются продажей света, они мне говорили: Саня, не парься, ничего не будет, все четко. При том, что я использую свет, по-моему, на лицо на 1%. Даже вот так, если ухом прям слушать, не слышно, как там крутятся вентиляторы в этом свете. И как в большинстве профсвета, там не профсвета, в самом приборе встроен вентилятор, соответственно, он крутится, шумит. Если у вас конденсаторный микрофон, это будет слышно. Вот у меня Amaran 100XS, обычный белый, желтый свет. Я использую на 1%, практически не слышно. Здесь 150C, это уже 150, получается, ватт света. Это будет чуть-чуть помощнее, но я не знаю, насколько мы его будем использовать. Давайте посмотрим. Я нашел этот свет на Авито за 19 тысяч рублей. Он раньше новый на Алике стоил примерно 23-22 тысячи, но в последнее время он невероятно подорожал. Либо он продается на Алике за 23 тысячи, но доставка 15 тысяч. Либо он продается за 36, за 28, непонятно. Короче, я был готов его купить за 20-ку. Вот, благодаря моим донатерам, которые собрали мне 100 рублей на него, остальное вкинул я, естественно. Вот, я нашел, наверное, мониторил месяц, наверное, чтобы купить. Один раз я купил у какого-то непонятного типа, который по новой схеме через Авито кидает людей, которые покупают за бабки, там, делая вид, что я якобы забираю посылку, ему переводятся деньги. Хотя посылку я не забираю, он на свой адрес как-то отправляет. Короче, блудо я в Телеграме писал. В итоге наткнулся на нормального человека, вот он мне прислал, я еще не включал. Прикинь, сейчас мы включаем, и он не работает. А я говорю, нормальный чувак. Вот. Потом я заказал этот с Воронежа за 19 тысяч, доставка, по-моему, была рублей 300-400. Потом на следующий день выложили за 20-ку вообще новый с Авито доставкой. Но я не стал, короче, скипать эту доставку. Будем надеяться, что она работает, потому что мы уже на почте посмотрели, визуально он вроде целый. В общем, вот эти RGB светом от Amaran уже поставлялся в таком кейсе. То есть, если вы снимаете там людей где-то дистанционно, можете такой кейс взять. Он из какого-то пенопласта. Такой прикольный. Здесь ручка даже. Вот с пакетиком. Очень удобно. Давай попробуем открыть. Здесь написано Amaran 150C. Вообще мне в Amaran понравилось то, что у него есть удобное приложение. Я втыкаю этот осветитель в Алису розетку. Захожу, говорю: Алиса, включи свет. Она мне включает весь свет. Соответственно, на заднем фоне у меня был вот этот маленький свет. Покажи, Кристин. Он через розетку не включался. Он запитывается через обычный Type-C. Короче, при включении розетки он не включается. Нужно в ручника его каждый раз включать. Плюс малая мощность, малый вариант цветов. Там, по-моему, синий, желтый, зеленый. Больше никаких нет. Вот. Пойдет на фон вот эта тема. Здесь такие защелки. Вот так хоп. Хоп. Кстати, он размерами больше. Мы сейчас сравним с соточкой. Вот эти 150C, они выходили, по-моему, раньше, чем 150, чем сотка XS. Она более новая. Она у нас, по-моему... Слышь, она просто в пенопластовой коробке. Она не в сундуке, да, у нас была? То мы покупали новую, по-моему, за 15. Здесь, в общем, вот такая вот штука. Насадка, которая у нас регулирует, насколько широко светит свет. Софтбокс мы сюда вешать, наверное, не будем на этот свет. Пока будем так светить. Что здесь у нас? Какие-то провода. У нас есть китайская вилка. Вот она, никуда не подходит.
И тут в комплекте есть вилка российская. Это хорошо, то, что нам, в принципе, и надо. Здесь у нас вот такой свет, XLR кабель. Здесь должен блочок быть, по идее, внизу. Он у нас вот такой пеной. Вот тут блочок. Вот такой. Даже не затертый особо, как новенький, по сути. Вот, он с такой металлической штукой, на нее вешаете на стоечку. И у вас висит блочок, ничего не растягивается, ничего не отрывается. В общем, питание есть. Еще и дополнительный китайский кабель у нас есть. С подписью Амаран и с каким-то переключателем, смотри. Что-то вытягивается, затягивается. Ладно, слушай, не знал, что они в комплекте бывают. Ну, с двумя вилками. Ладно, окей, это хорошо. Что у нас здесь? Какая-то документация. Как пользоваться приложением. Он подключается, получается, к вашему телефону по Bluetooth. И вы можете управлять этим светом, настраивать все, что хотите. Но он размером реально больше, или мне кажется. Я просто давно как будто не видел свой старый свет. Но он прям весит знатно. По-моему, вся посылка вышла 5,5 килограмм. У нас здесь переключатель, свет, XLR, крепление вот с такой ручкой удобной. Амаран Made in China, брат. Смотри. Все у нас из Чины. Ну, будем надеяться, что крепление не поломано, все работает. Сверху у нас радиатор через сот, и там вентилятор внизу. Царапин вроде нет. Вот здесь такое вот меню. Вы можете им управлять. Здесь интенсивность, City Air и прочие непонятные схемы. Вроде тут не царапано. По состоянию вроде нормально. Да, Крис? Bluetooth включить-выключить. Так, ну чё? Здесь что у нас? Светодиод. Сейчас мы поставим этот рефлектор и пойдем в комнате его потестируем. Ты готов? Покажи нашу великолепную стойку. Вот, мы сейчас на нее все закрепим. Let's go. Такой вот удобный у нас. Как он называется, Крис? Стойка. Такая удобная стоечка прям. Должно насаживаться хорошо. Вот это как у нас закручивается? Вот так, да, ручкой? Закрутили. Ну, он прям такой реально массивный. Давай его пониже опустим. У нас в стойке внутри пружина. Смотри. Я думал, это ободралось. А нет. Хромовая стойка. Неубиваемая. Видео про нее на канале. Держит любой вес. Даже если у вас толстый друг, если вы можете спокойно его одеть. Вот здесь есть такая кнопочка. Как она работает? Ты знаешь, Крис? Я тоже не знаю. Хоп. Вот у нас здесь светодиодик внутри. Он вроде не ободранный. Четкий, валик. Все, давай одевать вот эту штуку. Вот так одеваем. Надавливаем. Поворачиваем. Оделась? Вот мой старый фонарик. На него тоже обзор на канале. Чудеснейший. Если вам нужно куда-то, хуяк, свет. Чик. Красить. Сравним потом, слышишь, как светит. Там больно стало. Да нормально все будет, Крис. Так. Вот наш блочок. Мы его что делаем с вами? Тыкаем вот сюда. Он защелкивается. У нас вот крепление удобное. Мы вот так вешаем. Хоп. И блочок у нас висит. Соответственно, вот это все можно смотать. Удобно как-нибудь. Чувствуешь разницу? Ну, как будто раза в 1,5 больше. Тут вообще малютка, соточка. Ну что, включаем? Я вот тут не пойму, что за рельсы. Интересная штука. Так, у нас кнопка включения. Как включить его, знаешь? Надо включить розетку. Алиса, включи все розетки. И смотри, каким-то желтым он светит. Это у нас 100% света, да? А еще CTR можно менять. Это оттенок, во. Зеленый какой-то. А вот это что? Вот это интенсивность. Кстати, не слышно, как он работает. Может, он сгоревший. Давай свет выключим, протестируем. Насколько ярко он светит. Вот это
Получается, крутилка меняет. Что она меняет? Цвета меняет, да? Фига, какой розовый, жесткий. А может было выключить? Какую? Который вот стоит. Не надо. Зеленый. Ты же, а если без этой башки вообще светить, как будет? Интересно. Это красиво. Будет на всю комнату светить? Зеленый. На самом деле, я думаю, будет сильнее прям он светить. Розовый, прикольный. Так, а что тут еще можно? Интенсивность. Это получается, насколько сильно он светит. Ну, смотри, до 50 упал, не особо-то и разница, как будто, да? Вот на 1%, смотри. Красный. И теперь на 100. Чувствуется разница? Так, у нас есть Bluetooth. Давай пробуем вот этот фонарик. Насколько разница светит он. Сейчас я включу красный какой-нибудь. Вот красный. Можно еще в потолок. Я думал вообще этим светить в потолок, каким-нибудь белым поставить. И светить вот сюда себе, чтобы он меня немного освещал. Ну нахер он не нужен. Так, давай проверим красный. Вот красный. Сейчас, подожди, интенсивность. Вот это что? Хуе. Вот смотри, как светит эта штука. Фонарик. Вот он светит, а вот эта штука светит. Ну, понятно, что она ярче светит. Но я думаю, она еще ярче будет светить. Ну, мне кажется, с головой такого света хватит, да? Направь на белый тон. Куда? На белый фон. Сюда вот? Ну, так он вообще очень ярко, да, светит? Ну, видишь, он на черном. На черном вообще непонятно, насколько светит. Я думаю, на 100% вообще не надо его крутить. Здесь он цветные выдает. Как белый, чистый, желтый включить. Тут, наверное, какое-то переключение должно быть. Вот тут. А, вот. Вот, видишь, он показывает 3900 кельвинов. Можно менять. И интенсивно. Вот здесь будет очень яркий на белом. Вот это 50%. Камера не особо передает. Да? Вообще очень-очень ярко. 65. Вот сотка. Ну вот, Очень ярко. ну, чтобы вы понимали, вот я вот так выгляжу, если на меня светить соткой. Так можно реально ослепнуть. Записал бы какой-нибудь подкаст на сотке. Да, ослепший. Это, короче, давай сделаем холоднее. Смотри, какой холодный, жестко. 7500. Вот, давай желтый сделаем. Ну, тут еще оттенки можно какие-то настраивать, но это с приложения удобнее делать. Здесь непонятно. Так, а это что? 180 градусов чего-то там непонятно. Вот это я вообще не понимаю. А, вот. Хуе это, короче, типа цвета менять. Вот это CCT обычный в кельвинах. Белый и желтый свет. А хуе это вот получается у нас... Да, цвета разные. Мне нравится, вот такой прикольный. Ну тут все в основном с телефона настраивается, типа все фишки. Самый прикол, что он вообще без звука. Как он будет греться, интересно, вот часа два вот так постримить. Ну на сотку не надо, вообще, мне кажется, с головой процентов 20. Типа, с головой хватит. Вот сюда я вот так поставил. Смотри, тот синим светит, оно вообще на десятки перебивает спокойно. Даже на 1% у него перебивает. Вот тебе синий. На 100%. Хера. Жестко. Новое устройство. Вот, нашел его. Так, вот подключился он. Здесь написано AS Power. Что это значит? Здесь написано. Вот, цвета. Получается, я могу выбирать. И он меняет. И интенсивность меняет, и цвет какой. Еще вот так. А, видишь, какие-то блески. Так, ну-ка.
А вот интенсивность 100. Можно менять интенсивность. Так, пикер. О, видишь, как ты светишь, он будет определять как-то, наверное. А, это он пишет, какие настройки, видишь, 230, что-то там. Вот это. А, подобрать. Видишь, на что-то светишь, и он тебе говорит, какие настройки надо сделать в этой штуке, чтобы такой же свет был. А тут эффекты есть, всякие стробоскопы, я помню, точно есть. Я никогда ими не пользовал. Тут настроек больше, всякие оттенки лица, очень много всяких настроек. Хер знает, как это настраивать. Музыкальная, световая. Музыка как. Система, цвет. Гель. За гель. Здесь чисто белый, желтый. Тут какие-то настройки. Daylight. Белый. Он не свет обычный. Он желтенький. Матч источника. Короче, можешь взять источник какой-то, и он также будет светить у тебя. Короче, нам что нужно? Ой, выбрал цвет какой-то. Мне вот такой нравится. Не, мне такой не нравится. Какой-то мне нравился, интересно. Ставим синий. Все, короче, я его все законнектил. Давай проверим, как оно включается, выключается. Алиса, выключи все розетки. Алиса, включи все розетки. Все, работает. Ну и все, Кристин. Могу прощаться. Меня видно вообще? Я тут? Ой, друзья, всем спасибо за просмотр. Почему он такой огромный? Посмотрим, как пол моего тела. Еще не работает. Вот, напишите в комментариях, используйте вообще какой-то свет для стримов, либо только я один это использую. Все, всех обнял, приподнял, приходите на стримы. На этом же YouTube канале я стримлю всякие игры, общаюсь на любые темы. Вот, заходите, кидайте донаты, я себе еще на что-то соберу. Кстати, он теплый стал. Все, всем пока.